Я считаю, что наша нация должна посвятить себя достижению цели отправить человека на Луну и благополучно вернуть его обратно на Землю и сделать все это до конца десятилетия. Никакой другой проект за это время не будет более впечатляющим для человечества или более значимым для долгосрочных исследований космоса. И ни один не будет так же сложен и дорог в реализации. Это один маленький шаг для человека и огромный прыжок для всего человечества. Привет, я Юлия Стопор. Я специалист по Луне и работаю в Институте Луны и планет в Хьюстоне, штат Техас. В ходе этой презентации я буду обсуждать события, сформировавшие поверхности коры Луны. Я также затрону в этом обсуждении то, как изменились наши знания о поверхности. Недавно мы получили новую информацию и новые изображения, подобные этому. Это изображение, полученное камерой Lunar Reconnaissance Orbiter, или ЛРО, с поражающим пейзажем места посадки Аполлона-17. В центре этого изображения находится низменная долина Тавр-Литров. Она частично затоплена древними потоками лавы. Долина окружена горными вершинами материковой местности Луны. И эта долина является прекрасным примером того, где в одном месте мы можем увидеть контрастирующие лунные ландшафты. Изучая долину Тавр-Литров, мы увидели результаты действия основных геологических сил, которые сформировали поверхность Луны. На этом изображении, например, вы можете увидеть небольшие ударные кратеры, которые усеивают дно долины Тавр-Литров. Существует также разлом, который изгибается через центральную часть долины, а продукты древних ударов обнажаются в стенах долины. Поверхность Луны сильно изрыта кратерами и частично затоплена потоками лавы возрастом более 3 миллиардов лет. И хотя основные драматические события произошли в начале истории, Луна по-прежнему является активным геологическим телом. Сегодня, например, метеориты продолжают бомбардировать ее поверхность. Удары комет и астероидов продолжают измельчать и изнашивать эту внешнюю поверхность. Эти удары создают верхний обломочный слой, называемый реголитом. Этот слой состоит из измельченных горных пород и грунта и покрывает почти всю внешнюю поверхность Луны. Астронавты Аполлонов все время работали именно с реголитом. Это фото, на котором Чарльз Дьюк, один из астронавтов Аполлона-16, работает на лунной поверхности. Он использует специальные грабли, просеивая лунный реголит, чтобы собрать мелкие камешки. У Луны есть видимая и обратная сторона. Однако разница между видимой и обратной стороной очень заметна. На видимой стороне преобладают низины, заполненные очень темным морским материалом, образованным древними потоками базальтовой лавы. Однако на обратной стороне преобладает яркий, покрытый кратерами материковый материал. Первые снимки обратной стороны Луны были получены с помощью первого орбитального космического корабля «Луна-3» в 1959 году. За ним последовали другие, в том числе Lunar Orbiter 3 в 1967 году и Зонд-8 в 1970 году. Впервые вживую обратную сторону Луны увидели члены экипажа Аполлона-8 в 1968 году. Вот что они увидели. Это местность, которая плотно покрыта кратерами. Сегодня в нашем распоряжении несколько мозаик изображений высокого разрешения видимой и обратной стороны Луны. Эти мозаики получены по данным съемки орбитальных аппаратов Кагуи, японского агентства JAXA и ЛРО агентства НАСА. В данную мозаику для Северной полярной области включены изображения узкоугольной камеры ЛРО или НАК-ЛРОК. Эта мозаика покрывает область от Северного полюса до 60 градусов северной широты. Разрешение мозаики 2 метра на пиксель, и она создана из 10 тысяч снимков узкоугольной камеры ЛРО. Вот примеры изображений, полученных этой камеры. Здесь много молодых ударных кратеров. Имеются также участки неправильной формы, невысокие холмы и бугры, типичные для расплавов крупных ударных отложений. На равнинной вулканической поверхности различаются разломы и складки. Также обнаруживаются цепи обрушенных воронок. На полюсах различаются горные вершины, отбрасывающие длинные тени. Как результат низкого угла наклона Солнца, тени подчеркивают форму рельефа на полюсах. Поскольку там Солнце всегда находится низко над горизонтом, то таких теней всегда много. Вот мозаика, созданная из изображений, полученных при освещении наибольшей площади поверхности.
Это означает, что они были получены в летний сезон, на каждом полюсе, когда Солнце находится максимально высоко. Как на этом примере, горные пики и долины становятся менее различимы. Становится сложнее различать морфологию. Но зато, когда Солнце высоко, разница в альбедо и цвете становится более заметной. Альбедо – это по сути количество отраженного солнечного света от поверхности. Потоки лавы с низким альбедо, которые преобладают на видимой стороне, а также в виде отдельных луж на обратной стороне, очень отчетливо выделяются на фоне яркой, сильно кратерированной материковой местности. Когда Солнце находится высоко в небе, яркие полосы и лучи, радиально распределенные вокруг светлых молодых кратеров, очень отчетливы. Некоторые детали поверхности очень заметны на поверхности Луны. Например, кратер Аристарха представляет собой ударный кратер диаметром около 40 километров. Это также самый яркий объект на видимой стороне. Кратер Тихо имеет диаметр около 80 километров, и его яркие лучи доминируют в южной части видимой стороны. Один из самых заметных ярких лучевых кратеров на обратной стороне Луны – это кратер Джексон. Это ударный кратер диаметром 70 километров. На самом деле ударные кратеры бывают всех размеров, и форма кратера зависит от его размера. Джексон, Аристарх и Тихо – все это примеры сложных форм кратеров. Эти кратеры имеют возвышающуюся центральную горку внутри кратера. Их стены изрезаны террасами и оползнями, а днище между горкой и стенками относительно плоское, либо бугристое, и заполнено обломками и отложениями ударного расплава. Как я упомянула, ударные кратеры бывают всех размеров. Они варьируются от огромных ударных бассейнов диаметром более 200 километров до микроскопических лунок. Простые или чашеобразные кратеры – это самые маленькие кратеры, различимые с орбиты. Простые кратеры обычно имеют диаметр не более 15 километров. У них отсутствует центральная горка и другие положительные структуры, которые наблюдаются в сложных кратерах. Внутренние стенки простых кратеров очень крутые, на них нет террас. В этих кратерах в целом наблюдается меньше оползней, чем у их более крупных аналогов. У простых кратеров высота гребня над равниной в 2 раза выше, если сравнивать с аналогичным параметром для сложных кратеров. Вот пример простого кратера на материке, его диаметр 9 километров. Его кольцевой вал возвышается над окружающей поверхностью примерно на 400 метров. Этот гребень формируется как выбросами из поднятого и перемещенного вещества пород мишени, так и внедренного вещества ударника. При диаметре кратеров от 12 до 18 километров морфология кратеров становится переходной между простыми и сложными типами кратеров. В этом переходном диапазоне у лунных кратеров иногда проявляются некоторые характеристики сложных кратеров. Процесс образования ударных кратеров начинается со столкновения космического объекта, метеора или кометы, с поверхностью Луны. Относительная скорость удара обычно составляет до десятков километров в секунду, но в среднем это около 16 километров в секунду. Сила этого удара вызывает ударную волну в мишени и ударнике. Ударная волна, радиально разбегаясь от эпицентра, создает огромное давление в породах мишени и сжимает поверхность. Давление высвобождается в виде волны разрежения, которая распространяется вверх и наружу при достижении поверхности. При этом процессе большая часть самого ударника испаряется. Часть вещества поверхности мишени также испаряется. Образуется полость кратера по мере смещения материала мишени. Приповерхностный материал перемещается вверх к краям полости и затем наружу в виде поднятой вверх взвеси выброса. А материал мишени, который более глубже, наоборот, смещается вниз в кратер. Выброс вылетает по баллистической траектории, приземляясь снаружи вокруг кратера. Любые фрагменты выброса, движущиеся со скоростью, превышающей первую космическую скорость для Луны, более 2,4 км в секунду, означают вылет в космос за орбиту Луны. Когда ударная волна в мишени сходит на нет, кратер перестает расти. Все это происходит в течение примерно 10 секунд до нескольких минут от момента удара. После формирования материал кратерной полости перераспределяется согласно местной гравитации и прочностным характеристикам. В этот момент нестабильный материал стенки обрушивается вовнутрь кратера. А в случае сложных кратеров это происходит вместе с отскоком вверх материала центральной части мишени, и таким образом образуется центральная горка. Такой процесс преобразования может длиться всего несколько минут.
Породы, заполняющие кратер и окрестность вокруг него, характеризуются сильной трещиноватостью. Этот тип пород называется ударной брекчией. Отложения кратера могут также включать породы, которые были расплавлены во время сброса экстремальных напряжений сжатия после прохождения ударной волны. Таким образом, обломки, приземляющиеся в пределах 2 радиусов кратера от края кратера, образуют непрерывный слой выбросов, которые смешиваются с локальным материалом вокруг кратера. Это формирует то, что мы называем яркими непрерывными выбросами. Особенно они хорошо различаются вокруг молодых кратеров на больших расстояниях. Выброс не полностью покрывает и смешивается с локальным материалом. И эти более отдаленные области обычно называют прерывистым слоем выбросов или отложением. Исследования по новым данным кратеров, которые сейчас стали возможными, показывают, что ударный кратер возмущает поверхность на сотни радиусов от первичного места удара. И это оказывается намного дальше, чем мы предполагали ранее. А скорость движения крупных фрагментов в этих выбросах позволяет формировать новые мелкие кратеры. Мы их называем вторичными кратерами. Эти кратеры образуются с гораздо меньшей скоростью удара, в 2 раза меньше от первичной скорости ударника. Наиболее они распространены в пределах 2-5 диаметров основного кратера. Их размер составляет менее 5% от размера основного кратера. Вторичные кратеры имеют асимметричную форму и погонные структуры выбросов. Эти узоры, как стрелки, указывают на вторичные кратеры-источники. Их вы можете видеть на этом изображении. Вероятно, эти образовались за счет фрагментов, летящих под углом в 30-45 градусов. Малые углы и низкие скорости, характерные для вторичных ударов, способствуют асимметричной форме их выбросов. Итак, теперь давайте исследуем вулканические районы и их взаимоотношения с ударными структурами. На видимой стороне Луны сосредоточены основные вулканические моря. Это океан бурь, море дождей, море ясности, море спокойствия, море кризисов, море изобилия, море паров. Бассейны, заполненные морями, образовались в результате гораздо более древних ударных событий. На обратной стороне в северном полушарии отмечено море Москвы. А в южной части обратной стороны Луны вы видите огромную темную область. Это бассейн Южный полюс Эйткин. Это древний ударный бассейн, примерно 2500 километров в поперечнике. Вот вид, если посмотреть на него с южного полюса Луны. Посмотрите на впечатляющие размеры этой области. Внутренняя часть этого бассейна испещрена выбоинами, которые подчеркнуты темным наполнением вулканических морских отложений. И, конечно, поверхность Луны не всегда выглядела так, как сегодня. Мы думаем, что примерно 3,8 миллиарда лет назад на всей поверхности Луны преобладали только вмятины от огромных ударов. И в это время практически не было плоских вулканических равнин. Обратите внимание на разницу в том, как бассейны моря дождей, море ясности и море кризисов выглядели бы раньше, когда Луна была покрыта яркой анартозитовой корой. И в этой светлой коре образовались крупные ударные бассейны. Через довольно продолжительный период после образования ударных бассейнов, в результате частичного плавления недр Луны, произошло массированное извержение вулканов. При формировании ударных бассейнов в лунной коре образовалось множество трещин. Тем самым они поспособствовали развитию вулканизма именно в этой зоне проницаемости Луны. Множество вулканических извержений происходили вдоль краев бассейнов и на пересечениях бассейнов, где было сосредоточено наибольшее количество трещин. И эта трещиноватость облегчала поступление лунной магмы на поверхность из разогретых недр. Мы полагаем, что большинство излияний морского материала произошло между 3,8 и 3 миллиардами лет назад. Эти извержения затопили днище этих древних бассейнов, таких бассейн моря дождей и другие. Мы полагаем, что некоторые из вулканических извержений могли продолжаться вплоть до 1 миллиарда лет назад. Однако здесь существует неопределенность, поскольку для многих морей пока еще не установлен абсолютный возраст. Однако мы можем попытаться оценить их возраст, основываясь на размерах и количестве кратеров, обнаруженных на их поверхности. Этот метод называется кратерной статистикой. У этого метода много неопределенностей, особенно для молодых поверхностей. Ему не хватает достоверности. Тем не менее, мы по-прежнему думаем, что уже около 3 миллиардов лет назад облик Луны был очень похожим на современный. В течение многих лет аппарат Клементина с помощью спектрометра в ультрафиолетовом и видимом диапазоне получила глобальный набор данных по составу поверхности Луны. Комбинации этих данных помогают выявлять различия по минералогии, размерности зерен, степени космического выветривания в реголите спутника.
Так, например, здесь зеленым обозначено преобладание железосодержащих минералов в магматических породах, а синим повышенное содержание титана. Таким образом, можно обнаружить вулканические породы с повышенным содержанием титана и железа, которые концентрируются главным образом в минерале под названием ильменит. Красные цвета здесь в значительной степени соответствуют степени космического выветривания, которое отражает накопление железосодержащих и стеклообразных продуктов с течением времени в реголите. Эти продукты представляют собой агглютинаты и субмикроскопическое железо. Эти продукты образуются в лунном грунте, подверженному внешнему облучению на поверхности Луны. Морское вещество обогащено железом и частично титаном, тогда как материковое вещество резко ими объединено. То есть данные клементины по-настоящему очень четко показывают различия между морской и материковой местностью. В данной цветовой палитре моря с повышенным содержанием железа окрашены бирюзовой и желтоватой расцветкой. Тогда ярко-синяя расцветка морского материала указывает на повышенный титан, например, в море спокойствия. С другой стороны, древний материк расцвечен от пурпурно-красных до красных оттенков, а свежий выброшенный на поверхность материковый материал молодых кратеров представлен синим цветом. Вслед за Клементиной миссия Lunar Prospector получила глобальные данные по содержанию определенных элементов, включая железо и торий. Эти карты содержания элементов были получены с помощью гамма-спектрометрии. Карта распределения тория до сих пор остается рэпером для отслеживания обогащенных торием составов во внешней части коры. По картам видно, что торий сконцентрирован на видимой стороне Луны. Эта область получила название крипт-местность океана бурь. И в этой же области у нас сконцентрирован морской материал. Повышенное содержание тория, который является элементом, вырабатывающим радиогенное тепло, вероятно, имеет связь с локальной более продолжительной вулканической активностью. Тогда как на обратной стороне, где преобладает сильно кратерированный материковый материал, относительно мало тория. Однако на обратной стороне выделяется огромная круглая аномалия по составу со слегка повышенным содержанием железа и тория. Это область бассейна Южный полюс Эйткин. Мы полагаем, что торий в этой области связан с более глубоким коровым или даже мантийным материалом, который был вынесен ближе к поверхности при образовании древнего ударного бассейна. Сейчас новую информацию о составе поверхности мы получаем по данным множества дополнительных инструментов, включая Moon Mineralogy Mapper на Чандраяне-1, мультибенд Мэппер на Кагуя, радиометр Diviner и широкоугольной камеры на ЛРО. Эти данные представляют множество различных способов изучить лунную поверхность. И данные каждого из них привносят нам что-то свое о геологии Луны и ее истории. Кроме того, у нас также появилось несколько новых топографических моделей, которые были получены с использованием данных с аппаратов ЛРО и Кагуи. Эти новые модели являются еще одним значительным прорывом в информации о Луне, ее топографии и морфологии. В сочетании их с данными по гравитации и составу, мы получаем знания о формировании лунных деталей и их структуре. Высота в этих моделях высчитывается от базовой сферы с радиусом 1737 километров. Глобальный перепад высот от примерно минус 9 километров до плюс 11 километров. Этот диапазон похож на земной. Обе экстремальные точки находятся на обратной стороне Луны. Самая низкая точка находится внутри бассейна Южный полюс Эйткин. Самая высокая точка находится в месте максимального утолщения мощности коры. В некоторых областях на обратной стороне она достигает до 60 километров. Крупные удары в раннюю историю Луны сформировали огромные бассейны и сильно пересеченную местность из трещиноватой и растрескавшейся коры. Возможно, вовсе не случайно, что в этих материковых районах так мало проявлений морского вулканизма. Здесь более мощная кора значительно затрудняет подъем магмы на поверхность. Вместо этого самые крупные по площади вулканические морские отложения наблюдаются там, где кора относительно тонкая. Моря были образованы потоками лавы и представляют собой огромные лавовые равнины. Типичные уклоны поверхности морей не превышают 3 градусов. Для сравнения, во многих материковых районах склоны в среднем составляют 10 градусов и более. Отдельные морские потоки могут достигать сотен километров в длину и иметь мощность от 1 до десятков метров. На этом изображении показаны очень отчетливые потоки лавы, которые вы можете увидеть в море дождей. Эти потоки были запечатлены с орбиты во время миссии Аполлон-15. Низкий угол наклона Солнца на этом изображении помогает выявить границы этих потоков.
Однако, несмотря на то, что эти потоки очень хорошо различаются, границы же большинства морских потоков не столь очевидны. У нас есть некоторая информация о слоях с низким альбедо, которые обнажаются в стенках кратеров, образовавшихся в морях. Эти слои имеют толщину всего несколько метров и выглядят как полосы на стенках некоторых кратеров. Слоистость предполагает, что морские отложения состоят из тонких слоев лавы, которые накапливались с течением времени. Однако, несмотря на то, что у нас есть эта информация, мы еще не знаем, что за источники для многих потоков лавы. Их источники могут быть скрыты или неразличимы. Также, возможно, они были погребены лавой во время последующих извержений. Напротив, некоторые отложения морей можно уверенно связать с извилистыми рилями или бороздами и лавовыми каналами, происходящих из продолговатых вулканических жерл. Эти жерла источали огромные фонтаны лавы, и отдельные извержения могли продолжаться годами. Например, на плато Аристарх борозда под названием Долина Шрётера петляет по плато около 125 километров. Ширина этой борозды достигает 4,5 километров, но местами она сужается до 400 метров. Глубокая депрессия в начале этой борозды может быть одним из изначальных жерл этих обширных морских отложений, которые мы видим на западе океана бурь. Это относится к периоду, когда извержения стали меньше по объему, и вокруг централизованных жерл стали формироваться небольшие лавовые щиты. У мелких щитовых вулканов на Луне обычно диаметр не превышает 30 километров. Вот пример этих вулканов в районе кратера Гортензия. У них диаметр от 5 до 10 километров и высота до 200 метров. У большинства есть центральный кратер, который, вероятно, является источником основных извержений. У этих центральных вулканических кратеров отсутствует приподнятый край, в отличие от ударных кратеров. Кроме того, у них более вытянутая форма. Однако многие щиты и некоторые куполообразные структуры на Луне не имеют таких очевидных центральных жерл. И эти формы рельефа могли возникнуть в результате поднятия, вызванного приповерхностными интрузиями магмы. Это магма, которая так и не изверглась на поверхность. В то время как большинство вулканических щитов на Луне имеют диаметр менее 30 километров, существует несколько региональных областей вулканической активности, где наблюдаются гораздо крупнее поднятия. Одним из примеров является гора Рюмкера. У горы Рюмкера выделяется множество жерл, раскиданных по всему щиту. Здесь нет явного центрального жерла или кальдеры. На вулканах Земли кальдеры обычно встречаются у большинства щитовых вулканов. Их образование связано с приповерхностной магматической камерой, из которой периодически извергается лава, и она обрушается. С другой стороны, считается, что лунные вулканы происходят непосредственно из очень глубоких магматических источников. На Луне также обнаружены следы извержений пирокластического пепла и стекла. Эти извержения образуют широко распространенные покровы с низким альбедо, которые мы называем темными покровными отложениями. Они образуют тонкое покрывало из пирокластических материалов, драпирующее ранее существовавшую местность. Некоторые отложения темных покровов занимают приличную площадь и имеют региональный масштаб. Вот, например, они видны возле места посадки Аполлона-17. Во время второго выхода у кратера Шорти астронавт Харрисон Джек Шмидт обнаружил под ногами оранжевый грунт. Он выкопал траншею в стенке кратера Шорти, чтобы взять образец с оранжевыми стеклянными шариками, а также образцы немного черного, частично раскристаллизованного стекла под ним. Здесь вы видите часть фракции грунта номер 47220, которая содержит мелкие зерна размером от 150 и до 250 микрон. Эти зерна были извлечены из центральной части траншеи. Возвращенный материал представляет собой следы очень крупного пирокластического отложения на западе. Этот пирокластический покров покрывает около 4000 квадратных километров. Вы можете увидеть, где этот темный материал распространен. Он покрывает как низменные относительно плоские морские отложения, так и материковые высокогорные районы. Другие лунные пирокластические отложения локализованы и образуют небольшие отложения вдоль трещины или разлома, как на этом примере возле кратера Альфонс. Каждая из этих темных пятен составляет около 10 километров в диаметре, и у них есть глубокий центральный кратер.
Его происхождение, вероятно, связано с взрывами газа в их центральных жерлах, которые расположены вдоль большей части разломов, видимых внутри этого кратера. Сами отложения обычно содержат меньше стекла и больше фрагментов горных пород, чем их более крупные пирокластические аналоги. Фрагменты горных пород, как мы думаем, образуются во время эксплозивных извержений, при дроблении вмещающей породы вблизи поверхности. Большая часть вулканической активности на Луне относится к базальтовому магматизму. Но мы нашли несколько примеров более проэволюционировавших типов горных пород на поверхности. Есть около дюжины вулканов неправильной формы, которые образовались в результате извержений более сложных составов. Это магма, в которой больше кремнезема и меньше железа, чем в базальте. В начале миссии ЛРО недавно полученные глобальные топографические модели в конечном итоге привели к открытию большого вулканического комплекса в материковой части. Этот район теперь известен как вулканический комплекс Комптон-Белкович. Это возвышающийся щит, раскинувшийся на территории примерно 25 на 35 километров. И на самом деле обнаружение такого крупного, более кремнистого вулкана за пределами крип-местности океана бурь в материковой зоне было для нас полной неожиданностью. И это открытие означает, что мы до сих пор полностью не понимаем магматические и коровые процессы, необходимые для образования таких крупных объемов более кислой магмы на Луне. И работа специалистов по Луне продолжается с использованием новых топографических данных в сочетании с гравитационными моделями, что позволяет находить и характеризовать такие дополнительные формы вулканического рельефа. Это поможет нам лучше понять роль извержений вулканов в лунной истории. До сих пор мы говорили об ударах и вулканизме. Теперь давайте исследуем тектонические формы рельефа. Как исходный вулканический ландшафт, так и кратерированная местность впоследствии подверглись более поздним преобразованиям тектоническими силами. В результате кора Луны деформировалась и покрылась разломами. Во многих местах силы сжатия приводят к формированию рельефа, включающего надвиги, извилистые гряды и уступы. Извилистые гряды, например, встречаются во всех морских местностях. На этой карте показано распределение извилистых гряд на видимой стороне. Гряда, показанная здесь справа, расположена в море дождей. Ее ширина составляет от 400 до 900 метров. Извилистые гряды могут простираться на сотни километров. С другой стороны, напряжение растяжения формируют сбросы и грабины. Эти формы рельефа секут материковые и морские отложения, как, например, здесь. Это борозда Рима Аридея. Это грабен около 4 километров в поперечнике. Он простирается более чем на 250 километров по материковой местности на видимой стороне Луны. Но по сравнению с Землей Луна тектонически спокойна. На самом деле ее поверхность до сих пор все еще сокращается. Луна все еще продолжает остывать и сжиматься. И при этом кора Луны во многих местах уплотняется. Благодаря новым данным от ЛРО, мы теперь полагаем, что за последние около 100 миллионов лет радиус Луны уменьшился примерно на 50 метров. И, конечно, некоторые разломы все еще активны, периодически вызывая лунотрясения. И по мере того, как с ЛРО поступает все больше новых данных и изображений, мы можем обнаруживать современные изменения, происходящие на лунной поверхности. Это изменения и события, которые произошли в течение последних 10 лет. Чтобы их обнаружить, мы сравниваем старые изображения с более новыми изображениями на одно и то же место. И мы обнаружили, что около сотни новых ударных кратеров, которые образовались с момента выхода ЛРО на орбиту. И эти новые кратеры часто коррелируют с яркими вспышками, которые мы зафиксировали через земные телескопы. На месте, где с Земли наблюдалась вспышка 11 сентября 2013 года, был обнаружен вот этот объект. Этот кратер был сфотографирован через несколько месяцев с помощью ЛРО, когда космический корабль пролетел над местом падения. И посредством поиска новых ударных кратеров, подобному этому, мы узнаем все больше и больше о текущей частоте ударов об Луну. И было обнаружено, что она значительно выше, чем мы думали ранее. Новые данные и изображения с ЛРО и других современных космических аппаратов предоставляют беспрецедентную информацию о поверхности Луны. Таким образом, в то время как на некоторые научные вопросы мы получили ответы, остаются еще другие вопросы. И на некоторые из этих вопросов еще предстоит ответить путем возобновления исследования поверхности Луны. И поскольку мы продолжим получать новые данные с ЛРО и других космических аппаратов,
а также, возможно, от исследователей поверхности. Без сомнения, нам предстоят новые удивительные открытия и знания о нашем ближайшем соседе в небе.